Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня я хочу представить вам свое платье, платье Венера. К этому платью можно придумывать много разных эпитетов: шикарное, красивое, нарядное, элегантное. Это действительно очень кропотливая работа, и мне хотелось это платье представить именно на себе. На заставке к видео вы уже увидели короткий, так скажем, эпизод, как это платье выглядит на мне. Я же совсем недавно показывала это платье вот в таком свернутом виде, сказав, что я нашла решение, когда поняла, что мне не хватает пряжи на полноценное изделие. И сегодня в этом видео я вам, конечно же, все покажу, как пришло ко мне это решение. Когда я поняла, что мне не хватает пряжи, я, отправившись в магазин, нашла пряжу один в один по цвету, но нить отличалась. И тогда я пошла там, где продавались ткани, и нашла такую сеточку красивую с бусинами. Бусины не приклеенные, не пришиты, они закреплены специальным, видимо, каким-то таким инструментом, что с этими бусинами ничего не случится. Сеточка прозрачная, под цвет она очень мне подошла. Эти бусины внесли еще больше изюминки этому изделию. И действительно, платье получилось очень красивое. И я думаю, что еще ни на одно торжественное мероприятие это платье меня будет выручать. Ну что ж, сейчас вы увидите, как это платье смотрится на мне. А после демонстрации тех, кого заинтересовало вязание данного изделия, милости прошу. Всем приятного просмотра! Платье я вязала на 44 российский размер. Покажу пряжу, которую я использовала для вязания. Я ее заказывала в Wildberries. Этой пряжи сейчас в наличии нет у продавца. Но мне очень понравилось, и я решила попробовать связать именно из этой пряжи. Это 200-граммовые моточки. Ну, по факту, конечно, 200 граммов здесь нет. Здесь где-то 186, 191. Они все мотки разные. В моем мотке было 186 граммов. Можно подобрать абсолютно любую нить, но нить должна быть тонкая. То есть это где-то приблизительно в 50 граммах, не меньше, наверное, 250 граммов, 220, 250 на 50 граммов, где-то вот так. Значит, по длине, вот в свободном состоянии, длина моего платья от плеча до низа, вот внизу же они такие вот фестончики, вот до низа фестона у меня получилось 90 сантиметров. В спокойном состоянии, но вы видите, что платье, оно, конечно, не растягивается, оно очень комфортно все облегает. Значит, в обхвате получилось у меня 41 сантиметр. Я меняла размер крючка, это я сейчас вам тоже все расскажу. Значит, вяжется здесь мотивы, у этого платья вяжутся мотивы и соединяются
вес всего изделия вместе с рукавами. Вот эта сеточка, посмотрите. И вот эти бусины, вот они вот так закреплены. То есть с ними ничего абсолютно не случится. Общий вес всего изделия без подклада, подклад отдельно, значит 191 грамм. Все тонкое и изящное. Ну а сейчас давайте посмотрим, как вяжется мотив, а дальше как соединяется. Ну и дальше я вам еще объясню несколько нюансов по своему платью. Как вяжется мотив к данному платью? Данный мотив является шестиугольником. Я буду показывать вам на другой пряже. В петлю амигуруми провязываем 3 петли вверх. Эти 3 петли считаем за первый столбик. И еще 23 столбика с одним накидом. Провязываем в эту петлю. 3, 4 и так 24 петли. Провязала 24 столбика с одним накидом, считая вместе с 3 петлями подъема. И теперь вот за эту нить мы затягиваем мотив. И в третью петлю подъема провязывая соединительный столбик. 3 петли подъема плюс еще 3 воздушные петли. Столбик пропускаем, в следующий провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли, пропускаем один столбик, в следующий провязываем столбик с одним накидом. И так провязываем по кругу. Всего у нас получается 12 столбиков с одним накидом. Я провязала 12 столбик, провязываю 3 воздушные петли и в третью петлю подъема соединительный столбик. 3 петли подъема. И теперь под эту арочку провязываю еще 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Всего 5 столбиков. Воздушная петля и под следующую арочку провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля. И так по всему периметру провязываем 5 столбиков с одним накидом, воздушная петля. Провязали до конца, воздушная петля и в третью петлю подъема соединительный столбик. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вот где была воздушная петля, под нее провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. И вот под эту воздушную петлю столбик без накида. И так провязываем по кругу. Провязали. И теперь мы вот под эту арочку соединительный столбик сделаем. 3 петли подъема. Теперь следующий столбик мы только 2 петли провязываем. До конца не провязываем накид на крючок. И еще один столбик не довязанный. 3 петли, их провязываем вместе и провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И под эту арочку еще раз. Первый незаконченный столбик, второй незаконченный столбик, третий незаконченный столбик. Все петли провязываем 3 воздушные петли. И под каждую арочку мы делаем вот такие лепесточки. Первый незаконченный столбик, второй незаконченный столбик, третий незаконченный столбик, 3 воздушные петли. И сюда же первый незаконченный, второй незаконченный,
третий незаконченный столбик, все петли провязываем, 3 воздушные петли. Переходим к следующей арочке и так по кругу провязываем. Провязали, и теперь вот в эту вершинку соединительный столбик. Теперь у нас следующий ряд, мы сделаем шаг назад, переворачиваем мотив к себе изнанкой и соединительный столбик назад. И теперь будем провязывать 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вот под эту арочку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Под арочку столбик без накида. И так по всему кругу проходим. Последние 5 воздушных петель. И вот сюда, где у нас был соединительный столбик, мы провязываем соединительный столбик. Под арочку соединительный столбик. И теперь 3 петли подъема. 1, 2, 3. И сюда же еще 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петли и сюда же еще 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую арочку в центр провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель, столбик без накида, 5 воздушных петель, столбик без накида. Следующее провязываем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 воздушные петли и сюда же 6 столбиков с одним накидом. Следующую закрепляем и 5 воздушных петель 2 раза. Итак, мы провязываем по кругу. Провязала по кругу 5 воздушных петель. Вот в эту арочку мы закрепляем со столбик без накида. И в третью петлю подъема провязываю соединительный столбик. Все. Закрепили нитку. Вот мотив у нас готов. 6 лучиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь я вам покажу, как соединяется. Значит, когда мы вяжем платье, мы соединяем в кольцо. И первые, значит, 2 мотива у нас соединяются. Первый ряд, он вообще соединяется вот только с 2 сторон. Вот с этой стороны. Вяжем второй мотив. И последний ряд вяжем. На последнем ряду я вам как раз и показываю, как соединяла я эти мотивы. Значит, вот последний ряд. Я провязываю 2 лучика, 5 воздушных петель 2 раза. И вот начинается у меня следующий, так скажем, да, лучик-лепесток. Я провязала 6 столбиков с одним накидом и делаю воздушную петлю. Одну. Далее я беру, здесь без разницы, то есть какая сторона, тут роли не играет. Изнаночной стороной к себе, вот это мне нужна арочка. Прикладываю, вот у меня мотив и этот мотив. Захожу в эту арочку и делаю соединительный столбик. Воздушная петля и дальше продолжаю вязание. 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
закрепили лепесток, дальше провязываю 1, 2 воздушные петли и иду к этому мотиву, который уже у меня целый. Под арочку провязываю столбик без накида, 2 воздушные петли и вот сюда закрепляем столбик без накида, 2 воздушные петли, следующую арочку столбик без накида, 2 воздушные петли и сюда столбик без накида. Вот так у нас происходит соединение. Далее в следующую арочку мне опять нужно соединить вот эти вот лепесточки. Провязываю 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 воздушная петля, соединительный столбик, воздушная петля и далее я продолжаю вязание. И первое вот у нас с вами кольцо, платье, ряд, кольцо. Я как-то у меня почему-то в этом платье я все называла кольца. Может быть, поэтому и название отсюда появилось Венера. Оно соединяется только вот с двух сторон. Эти стороны, верхние и нижние, они остаются свободные и у вас соединяется. А вот далее в последующих рядах, начиная со второго и далее, уже будет соединение. Давайте вот с этой стороны покажу. Уже будет соединение. Первое у нас получается, мы соединяем вот здесь, в этот лепесток. Дальше здесь и вот здесь. Это первый. Он соединяется с 3 сторон. 1, 2, 3. А следующие будут соединяться с 4 сторон. Потому что, значит, здесь у нас появится еще один мотив. Да, то есть, когда он привяжется, у него появится один вот здесь вот лишний лепесток, 4, с которым мы будем соединяться. И вот таким вот образом будет соединение платья в несколько ярусов во всех последующих рядах. И так нужно будет провязать необходимое количество. Сам по себе мотив очень быстро запоминается. Я связала как один, как-то у меня запомнилось, и дальше уже вязала без схемы. Итак, а дальше я вам уже расскажу раскладку своего платья и некоторые нюансы. Вот я принесла платье и хочу уже здесь показать. Вот представьте, да, если первый ряд связанный, первый ряд, то мы начинаем вот второй, первый мотив мы соединяем. У нас получается вот эта верхушка 1, дальше вот этот между мотивами 2. Так, давайте вот так сделаем. Вот это первая верхушка, 2 между двумя мотивами вот сюда. И третья верхушка второго мотива. Дальше вы мотив закругляете полностью. Это первый, во втором, в третьем, четвертом ряду. А когда вы начинаете уже привязывать следующий мотив, второй во втором ряду и так далее, то он уже будет соединяться с 4 сторон. Вот у вас этот мотив соединяется. Первый, второй, вот оно, первый, второй. И оно же верхушка. Вот оно получается соединение. Далее между мотивами третья и верхушка следующая. Вот так вот присоединяется следующий. И только последний мотив в ряду, он соединяется с 5 сторон. Только верхушка свободная остается. Он присоединяется с соседним. Потом, да, между мотивами. Дальше следующим соседним. Вот оно 1, 2, 3, 4 и 5. И вот это вот будет верхушечка, она свободная. Пайетки здесь блестят только если вечером при искусственном освещении. При дневном освещении эти пайеточки практически незаметны. И так вот несколько рядов вверх. Сколько у меня? Значит, у меня в ряду получилось 8 мотивов.
Ширина мотива, я вам уже об этом говорила, какая у меня получилась ширина мотива по этой пряже. Сейчас я вам скажу, сколько в высоту я провязала рядов. В высоту я провязала 8 рядов, это цельных, а затем мне уже нужно было выходить на пройму. И здесь, значит, у меня получается по лицевой стороне 3 мотива. Так, это спинка, по спинке это получается 1, 2, 3, когда я разделила. А по передней части получилось 1, 2, 3, 4. По передней части 4 мотива. Значит, вот здесь вот я, конечно, несколько раз перевязывала вот эту часть. У меня один мотив, он общий. Он идет и на спинку, и наперед, потому что это все зависит от высоты проймы. И здесь с этими мотивами пройма получилась очень красивая, как надо, так скажем. И мне высокой, да, если бы я связала еще один мотив сюда в высоту и соединяла бы, мне уже была бы эта пройма велика. Здесь мне самое, как бы, то получилось. Поэтому у меня вот один мотив, он вот так. Он переходит с лицевой стороны на эту сторону. Но так как у меня вот эта вот часть мне не нравилась, как она тут у меня получалась, я ее несколько раз перевязывала. Значит, сначала объясню вот здесь по спинке. То есть у меня получился высоту, я провязала, сейчас я вам скажу. То есть вот эти 3 мотива, вот они, 1, 2, 3. Видите, вот. И далее вот этот один мотив, который идет и на спинку, и наперед, а вот эти вот части я уже провязывала потом. Это получается у нас 1, 2, 3, 4 соединения с 4 соединениями. А у нас 6 соединений. То есть здесь вот этот вот мотив вы делите так, как вам нужно. Вот вам надо 4. 1, 2, 3, 4. То есть вам вот этой части не нужно. То есть он вот так вот получается, как бы, да? То есть, но у вот этих вот четвертых, да, вот у этих четвертых лучиков вот эта вот часть провязывается полностью, а вот эта часть провязывается только 1 или 2 столбика, то есть не полностью. Иначе здесь будет выемка, которая вам не нужна. И здесь я перенабирала несколько раз. То есть я вычитала вот эти вот свои 2 лучика, то есть набирала или 18, или 14. Ну, в общем, высчитывала и делала. Значит, вот здесь у меня по спинке получается, мне нужно было 4 лучика. И вот я вам даже покажу. Вот смотрите, вот он, они крайние, которые 2 полноценных, а вот эти крайние. Вот видите, это уже обвязка. Вот провязанные 6, а дальше вот здесь 1 воздушная петля, скрепляем, 1 воздушная петля и 1 столбик. И с этой стороны тоже, видите, 6 провязано. Дальше здесь было соединение вот с этим мотивом и 1 столбик. Все. То есть вот эти крайние, они наполовину вяжутся, вот эти лепесточки. Значит, вот давайте по передней части скажу. По передней части, да, и еще вот здесь, посмотрите. Ну ладно, давайте сначала здесь, а потом скажу про этот плечевой. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5. Мне нужно было 5. Вот здесь я, наверное, набирала 18 как раз столбиков. То есть здесь вяжется обратно поворотными рядами. В круг мы не замыкаем вот эти вот половинчатые мотивы. И крайние они тоже провязываются без неполноценно. 3 полноценных лучика и 2 они не провязанные. Так, ну я могу посчитать, сказать вам, сколько я набирала. Да, вот здесь я набирала 18. То есть набрала, повернула в обратную сторону. Я вязала туда-сюда, обратно поворотными рядами. Но видите, оно незаметно. Абсолютно.
Когда я провязывала вот этот вот мотив, последний, который соединяет переднюю часть и спинку, посмотрите, вот здесь должно быть 1, 2, 3, 4, у меня 5 лучиков. Шестого вот здесь нет. Я его сначала провязала, потом распустила. Видите, у меня здесь просто арочками я проходила. Потому что если провязать, то на плече получается вот этот лучик, а он нам здесь не нужен. Поэтому мы провязываем 5 лучиков полноценных, а тот, который уходит на плечо, здесь мы провязываем только вот эти вот арочки. 5 воздушных петель, 5 воздушных петель, то есть вы отсчитываете. И тогда в этом случае у вас все тут вот будет ровное плечо. И посмотрите, пройма, она прям вот как нужно. Видите, вот эта вот выемка с этими лепестками, вот оно вверх. Горловину. Да, то есть, когда вы это все соедините, у вас горловина, она получается такая большая. Как ее собрать? Я провязывала 3 столбика с одним накидом. Где-то я провязывала, то есть первый ряд я провязала, а дальше во втором и в третьем я провязывала столбики вот вместе. Вот здесь можно видеть, смотрите, вот 2 столбика вместе, вот 2 столбика вместе. 3 провязываю, 2 столбика вместе. Так вот по кругу. Потом я решила сделать вот такие арочки, ну как бы поддержать, потому что у меня все-таки здесь в мотиве есть. Ну и так для оформления, чтобы было, да, какой-то воздушности. Сделала арочки, и потом еще провязала 3 ряда вверх столбиками без накида. И тогда горловинку я уже подхватила, и она у меня очень хорошо все округлая она легла. Низ изделие обвязала столбиками без накида, просто по низу я обвязывала. Это для плотности, так скажем, для плотности провязала. У меня здесь 2 ряда столбиками без накида. И все, по большому счету. Пройму я не обвязывала. Нет, обвязывала. Пройма у меня тоже обвязанная. Вот 1 ряд столбиками без накида пройма обвязана, чтобы вот эти все арочки, да, закрыть, потому что вот уже к этому ряду у меня и пришито рукав. В принципе, сложности идут тут какие, да, то есть когда мы только подходим вот уже кверху вот с этими вот мотивами, частичками, вот здесь я немножко подзависла. Давайте скажу и здесь сколько набирала. А на спинке набирала 14 столбиков. Здесь 18, а здесь 14. Вот эти вот, кстати, быстро как-то я быстренько связала, у меня все получилось. Я вот по передней части, вот здесь, да, у меня, конечно, я несколько раз перевязывала, у меня было тут в разных вариациях, ну вот. С 3-го раза я уже подобрала ту часть, которая мне сюда как раз подходила, чтобы все красиво легло. Когда мы вяжем мотивами, да, если мы вяжем просто крючком какой-то узор, можно заузить полотно. Как выйти, значит, для того, чтобы здесь все-таки приталить данное изделие? Смена номера крючка. То есть берете крючок на размер меньше. Я вязала первые 4 ряда без изменения одним крючком, а затем я уменьшала 1 ряд, то есть вот этот ряд 5 я взяла, уменьшила 1 крючок, и следующий еще меньше номер. В общем, вот это 1,75 уже. А дальше я уже в обратном направлении прибавляла и выходила уже на тот крючок, которым я вязала. Сразу хочу сказать, что это не для начинающих, как бы вязание не для начинающих, для людей, которые уже владеют крючком, которые понимают, как вяжется мотив, его соединение. Как бы само по себе это все несложно, связать мотив и соединить. Но когда мы вяжем вот эти вот части уже, да, чтобы у нас красиво была оформлена горловина, вот эта вот часть, это здесь, конечно, нужно подбирать под себя. Я подбирала несколько раз.
вот эту вот особенно часть, потому что мне здесь, чтобы никаких углов не было, и чтобы потом горловина хорошо лежала. Ну и вы видели, как все это хорошо лежит. Вот сзади все очень просто. Здесь половинки. Оно быстро как-то вывязывается здесь. А вот по передней части, вот по этой, ну я вам уже сказала, сколько нужно набрать и как связать обратно поворотными рядами. Ничего абсолютно здесь вот не отличается. Ни этот мотив от этого, который мы вяжем обратно поворотными рядами. Нету никаких, так скажем, явных отличий. Вот и потом уже горловину, то есть обвязать и низ изделия, и все. Как бы собирать эти мотивы, то есть это все несложно. Сложно уже эту всю конструкцию полностью, вот верхнюю часть, то есть ее полностью доработать. Вот здесь больше сложностей, а не в сборе вот этих вот рядов мотивов. Но, конечно, изделие получается шикарное, просто шикарное, элегантное. На выход какие-то мероприятия праздничные, конечно, это изделие еще не один раз порадует меня. Благодарю всех вас за просмотр. Вдохновляйтесь, творите, создавайте. Будьте неповторимы. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.